Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 10 по 20 октября. Что или кто появится неожиданно? Может быть, это как неожиданная возможность, и вам придется принимать важные решения, ну и решиться сделать первый шаг. Может быть, это как новость, которую вы или информацию услышите. Возможно, это будет связано, как кто человек придет, да, или как гонец, да, кто-то принесет вам весть. Ну, давайте с вами узнаем. И вначале 3 знака судьбы. Мы на колоде смотрим 78 дверей. Основное значение – это двери, открытые или закрытые. Каков ключ, как его найти, да, или те сферы жизни, которые нам раскроют карты, тоже как знаки судьбы, где, может быть, вам доведется принимать важные решения. С чем это будет связано? Вот давайте, как знаки судьбы, рассмотрим 3 карты. С 10 по 20 октября. И я могу предположить, что планетарно тоже у нас как раз и могут быть как и новости, какие-то известия, или мы сами на что-то решимся. Кто или что появится неожиданно? Давайте узнаем. И если первые 3 без вопроса у нас карты, как потоковая информация, что вам нужно учесть, узнать, услышать, а вы где-то проанализируйте, может быть, ту тему вашу жизненную, которая вам сейчас покоя не дает, а вы люди интуитивные, и я так думаю, вы на метафору карт и переложите как раз подсказки собственной души и интуиции. Но все же, что или кто появится неожиданно? И немножко причину и следствие мы с вами раскроем. И вторая карта – на пороге каких событий вы стоите. Или зачем это нужно. Что это значит для вас. И к чему все идет, как это обернется. Посмотрим по основным сферам жизни. И первая – любовь, личная жизнь, отношения. Чего ждать? Чего ждать в финансовой сфере? И чего ждать в сфере ваших достижений, работы, у кого-то бизнес, у кого-то и учеба, может быть, документы, согласования, ну, контакты какие-то важные. Давайте будем узнавать. Первый знак судьбы. Вообще, рыцарь кубков, хорошее настроение. Вот с 10 по 20. Конечно, эта карта не говорит, что это будет длиться вечно, но, по крайней мере, нам карта говорит, ты вдохновись моментом, может быть, и отдохни. Может быть, действительно неожиданность. Вот, кстати, по этой карте. Рыцарь – это всегда своего рода гонец. И правда, это может быть связано с какой-то новостью. Но, вот посмотрите, дверей закрытых нет. По сути дела, дверь олицетворяет вход в грот, но он расположен за водопадом. И вот прежде чем мы туда попадем, как будто холодный душ мы можем пройти, а тем не менее очень приятные такие по рыцарю кубков будут либо эмоции, либо открытие, может быть, знаете, или откровение, или это действительно будет встреча с каким-то человеком, или важную тему вы сумеете откровенно проговорить, устранив какие-то недочеты или недопонимания. Сама по себе карта несет очень такой приятный смысл. И кубки – это у нас личная жизнь, любовь. Поэтому я тут вижу, может быть, и не обойдется без откровений, но, видимо, этому самое время. И даже если нам, ну, придется что-то услышать такое, да, чего мы не ждем, все же, опять же, ледяной водопад. Нам не говорят ведь это то, что мы увидим потом, да, пройдя этот водопад, что мы обязательно будем рады или мы что-то захотим продолжать. Но на какой-то период хорошее настроение, как будто обеспечено, и для вас будет важно, ну, быть в таком и бодром расположении духа, от чего-то, может быть, не отказываться. И, кстати, если вас куда-то приглашают, обязательно отправляйтесь. Ну, вот это точно. Рыцарь перемещения, тем не менее, нам уже как бы предвещает, может быть, много дорог. И я могу предположить, что часть из этих, пусть коротких каких-то перемещений, путешествий для вас будут и важны, и нужны, и, может быть, даже приятны, самое главное. Второй знак судьбы. Вот была какая-то тема нерешенная, но мы эту тему видели с другой точки зрения. Вот как эта девушка смотрит на дверь. Дверь маленькая, девушка значительно больше. И мы как будто застряли на каком-то этапе, думая, немножко тут нужно альтернативно, а мы именно видим
какую-то ситуацию или какие-то обстоятельства. Но тут задача увидеть несколько шире или альтернативно. Не как вот в эту дверь попасть, мои дорогие, а как попасть в то пространство, которое находится за дверью. Поэтому, правда, альтернативные варианты рассматривайте, вам это будет помогать. Вы можете решить даже застарелую какую-то проблему или тот вопрос, который долгое время как будто завис, стоял на паузе. И более того, вы увидите свои возможности там, где вы их не видели прежде. Вот это что-то очень важное. И, кстати, это может быть связано с деньгами или какой-то финансовой ситуацией. Может быть, это оформление документов, вполне вероятно. И вы действительно сейчас ресурсны. Как будто есть первое, какой-то базис, от чего вы можете оттолкнуться. И это в наше сложное время не так мало. Это даже очень много, я бы сказала. Более того, э, то, что вы считали минусом, вот как девушка, да, я большая, дверь маленькая, так ты имеешь больше возможностей. Тебе не надо туда, в эту дверь. Ты можешь просто полповорота головы. И ты заглянешь как будто и увидишь то, что, если ты смотришь вниз, то ты просто не видишь. Обратите внимание, те люди, вот просто даже когда вы, мои дорогие, идете по улице, многие люди смотрят в землю. И это не есть смотреть себе под ноги. Они всегда смотрят в землю. Вот большинство из нас совершенно забывает, что существуют моменты в нашей жизни, когда нужно остановиться и посмотреть в небо. Или увидеть вот эти альтернативные варианты. Так вот, смотреть в землю вам категорически запрещено, потому что возможности, они как раз с одной стороны, это где-то ваша интуиция, ведь по рыцарю кубков это тоже интуитивный момент присутствует. Это на уровне ощущений. И вот тогда альтернативные это вот варианты вы для себя и увидите. Может быть, когда посмотрев хотя бы вот как горизонт, а это время, мои дорогие, строить правильные социальные связи. Может быть, от чего-то вы отказались. И это еще то время, не только октябрь, но и ноябрь, фактически до конца 2025, когда многие события или то, что мы слышим, видим, не укладываются в рамки нашего понимания или в рамки нашего рационализма. А вот наше подсознание, оно дает правильные подсказки. Вот именно это как высшее знание, мои дорогие. Ведь что такое интуиция? Это связь интеллекта и пережитого опыта, когда мы точно знаем, чего мы не хотим повторять. И вот этот тандем чудесный, вот что-то подобное. Вы тут можете и сами переиграть, перерешить как будто, да, сделать какую-то перерокировку и при этом остаться практически победителем и как будто укрепить свое положение. Хотя поначалу именно из-за того, что, ну, как неправильно поставленный вопрос, вы могли думать, что это какая-то патовая ситуация. И тут вы будете очень вдохновлены этим. Вы тем самым укрепляете веру в себя и собственные позиции. Вот какая-то такая подсказка, может быть даже на уровне интуиции, знак судьбы. И это для вас может быть и решение личных каких-то тем, и одновременно финансовых возможностей. И посмотрите по жезлам, дела, работа, бизнес или откуда к нам приходят деньги, но в целом тройка любая, карта будущего, ну, она особенно тройка жезлов, это вообще на будущее. Ну, вот, может быть, с какими-то такими очень важными вопросами по части работы, откуда же вы получаете деньги, или, может быть, как рассмотрение альтернативных источников, кстати, на Пентакле, вот все то, что мы говорили, откуда к вам приходит, или дополнительный доход, пассивный доход, или возможность, может быть, работать из любой точки мира. Тут же у нас маяк, и где-то нам показывают пространство всегда по тройке жезлов. Поэтому альтернативные способы заработка. Вот вы знаете, не отказывайтесь, как называют, шальная мысль. Вот от нее тоже не отказывайтесь, мои дорогие, потому что то, что нам виделось вчера, еще нет, я не могу. Вот как будто в эту дверь войти, да? Или словно закрыты все мне пути дороги, а на самом деле нет. Это просто на уровне нашего восприятия где-то находился вопрос. Мы не меняем восприятие, и мы сразу видим не одну возможность, вот это точно. Тут есть то, что именно касается вашей мудрой души. Хотя в конечном итоге это будут и финансы, это будет другой достаток,
это еще и буквально какие-то возможности к новому качеству жизни. Все-таки маяк, мои дорогие. У кого-то рост популярности, может быть, даже по месту вашей нынешней работы, или те подсказки, или возможности, когда вы, к примеру, хотите совершить переезд, или те возможности, которые, опять же, вы не видели. Тут что-то на будущее у вас решается. И именно решает, потому что вы решаете, мои дорогие. Не за вас кто-то решает, нет. Хотя тут могут быть по рыцарю кубков люди, которые именно на ваш порог стремятся. Может быть, это и близкие. Может быть, это какая-то добрая новость, которая вас вдохновляет, вселяет уверенность. Это ведь тоже немаловажно. Но подпитывайте себя вот этими положительными эмоциями. Это дает полет душе вашей. А именно душе это и необходимо. Потому что уже карта будущего говорит о том, что вы как в моменте перехода. И правда, время как будто будущего наступает прямо сейчас. И планетарно это тоже может быть знаковое время. Ладно, кто или что появится неожиданно? Вот так, король Пентаклей. Конкретно персональная карта двора. И это те люди, да, с одной стороны это консерватизм, с другой стороны это люди надежные. Может быть, я редко, но тем не менее. Может быть, это человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Если мы так перейдем на гороскопы, и это у нас Телец, Дева, Козерог. Хотя вполне вероятно, это просто человек, который имеет асцендент, да, в этом знаке, или по Луне. Человек сам может об этом не знать, потому как для этого требуется знать точное время рождения, не только дату и местность. Это может быть и просто даже человек, который наделен такими качествами. Может быть, некоторый консерватизм этого человека отличает, но тогда это все равно люди надежные. Иногда по этой карте проходят люди статусные, иногда вопросы, которые мы идем решать в банк, или когда вопросы связаны с документами. В конечном итоге это вопросы, которые как-то плавно могут перетекать к деньгам или в сферу финансов. Это может быть имущество, это может быть какая-то ваша семейная тема, я такое тоже допускаю. Ведь по этой карте проходят супруги. И неважно, кто меня сейчас смотрит, мы в целом просто архетип карты. И может быть даже это, знаете как, кто-то из ваших близких, какую-то весточку вы получите. Или просто даже приходя человек домой, вам может сказать какую-то новость, и это будет новая точка отсчета. Но для вас-то это какая-то уверенность. Где-то карта подтверждает все то, что я уже сказала. Но знаете, вот у короля Пентаклей у него так сложновато с вдохновением. И мы долго как раз об этом говорили, что вас вдохновение или что-то доброе, светлое, радостное, может быть, буквально недалекое путешествие, вам ведь нужно именно альтернативный какой-то путь найти или альтернативным, ну, взглядом на вещи привычные посмотреть, чтобы увидеть новые возможности. И кто знает, когда вы в себе открываете, может быть, какая-то рутина вас, предыдущий период жизни, словно загребла, так увлекла, вы вынуждены быть, ну, буквально в каких-то рамках, то теперь вы, если чуть-чуть, как бы ослабите хватку к самому себе или самой себе, вы больше получаете приток вдохновения и, стало быть, вы сразу видите многие проблемы или вопросы совершенно с другой стороны. И это вам тоже будет помогать. Ладно, если мы говорили причина и следствие, давайте узнаем. Так а что же тогда на порог ваш идет или на пороге каких вы событий вы стоите? А вы знаете ведь правда, когда в моих раскладах два короля и больше, я часто говорю, либо без инстанций не обойдется, либо какие-то учреждения, может быть, это и чиновники, может быть, это и какие-то консультации с разного рода людьми, специалистами. Карта идейного харизматичного лидера, так вот, здесь может быть какая-то очень важная встреча. Или даже вы можете встретить того человека, который в разговоре как какую-то коронную фразу скажет, и вы поймете, оп, у меня пазл сложился. Вы именно будьте внимательны к информации, потому что в период с 10 по 20 то, что вам приносят люди, или ту информацию, пусть это даже средства массовой информации, кстати, по тройке жезлов такое тоже иногда бывает,
То, что вы слышите, но каким-то образом перекладывая на ваши задачи, вы можете видеть для себя альтернативные возможности. Карта отчасти вам говорит: надеюсь, это все-таки сам на себя. Но, тем не менее, я тут вижу встречу конкретную. Все же 2 карты двора. Поэтому людей будет много. И более того, это люди, которые, возможно, находятся не на вашей ступени лестницы иерархии, а на какой-то другой. Может быть, сами по себе вот такие лидеры. Но это и когда вам, как будто сам для себя скоординировал свои действия, но и самому все-таки придется, видимо, выполнять. Хотя, вот смотрите, если про выполнение больше нам говорит король Пентаклей, безусловно. А если про идею или вдохновение, ну, как импульс, то тогда король жезлов. И для кого-то из вас, пусть у нас 2 короля, неважно, мы уже по полу карту не оцениваем. Но, может быть, это какой-то важный контакт в вашей жизни, сама по себе персона, с которым вот этот или которая, может быть, с которой этот тандем дает вам возможности как и душевного полета, так и возможность перемещений, и еще одновременно увидеть совершенно новые грани сотрудничества. По сути дела, обустроить какое-то дело. То, что вчера вам казалось как раз-таки невозможным. Ладно, давайте тогда мы еще узнаем, а к чему это все идет. Как вот это вот все может обернуться. Карта искаженного восприятия я хочу, конечно, еще прояснить. То есть это вообще о чем? Кто-то может сказать банально: да нет, мне это показалось, не буду я этим заниматься. И вы от чего-то откажетесь. А может быть, кто-то из вас, я говорю, а вы слушаете и думаете про себя. Вот когда я еще говорила по 4 пентаклей, я подробно раскрыла эту карту. И вот этот триплет, он как раз об этом. Мы можем и не захотеть никакие альтернативные варианты рассматривать, и кто-то, слушая меня, может подумать, что вот что ты мне рассказываешь? Мне вот сейчас вот тут совсем другие вопросы, я вот должен или должна их решать, все. И тут я не хочу рисковать, или, ну вот как-то, вы понимаете, вы сужаете границы своих возможностей. И тут каждый решает сам по-своему. Но тогда нам карта говорит, вот она и первая выпадает – ты можешь не решиться на что-то. Ведь по этой карте мы как должны выйти вот из этого такого импровизированного забора из 8 мечей. А по сути дела карта почему называется искаженное восприятие? Глаза закрыты. И нам говорят: ты открой глаза. Какая-то больная ситуация, как вы это можете ощущать, она на самом деле совершенно в других тонах. Не случайно всегда во всех колодах 8 мечей, ну, практически мрачноватая карта, а потому что человек смотрит вглубь себя. Это глубокая философия на мелком месте. И карта тут однозначно говорит: этому не время. Но, видимо, это существенно для кого-то может быть таким своеобразным тормозом и помешать. Ну да, ну у нас тут задача, посмотрите, из каких-то разочарований встать и выйти. Как будто вот, смотрите, мне в этой колоде очень нравится, как 3 мечей изображена. Нет человека. Смятая постель, разлитые чернила, исписанный дневник, дождь за окном – это все прошлым. Но у нас есть возможность из этого выйти. Но мы можем не двинуться ни на шаг. К чему все идет. А вообще вам возможность дает, ну да точно, посмотрите как. У кого-то выход из сложной какой-то ситуации, которая касалась жизни пары, жизни семьи, взаимоотношений. Может быть, это было связано с детьми, хотя ни одна карта про детей не говорит, ну, разве что рыцарь кубков может, знаете, говорить о тех детях, которые, ну, уже такие подросшие, или дети взрослые. Может быть, прежде, ну, как-то тоже что-то не складывалось. Ссоры были иногда тоже, конфликты отцов и детей. Но больше я тут вижу не о детях ситуация. Чаще всего это именно ваше восприятие, и, может быть, это вот как вы оценивали личную жизнь, взаимопонимание с партнером или, может быть, какое-то одиночество, которое затянулось слишком долго, и уже вам пытаются высшие силы помочь завершить. Тут у нас и пара выпала, причем 2 надежных людей, которые и друг друга могут понять, потому что они как в одних энергиях. И один другому прекрасное дополнение. В хорошем смысле я говорю, потому что
король Пентаклей и королева Пентаклей. Да, это разные карты. Если это консерватизма, и я сказала, сложновато с вдохновением, но зато когда надежность здесь на высшем уровне, а королева Пентаклей тут как раз вдохновение, полный порядок и с интуицией где-то. Это та, которая умеет сказку сделать былью. Это та, которая умеет обустроить с нуля благополучие, создать уютный дом. Она надеется сама на себя. И поэтому она настроена изначально на то, чтобы преодолевать, ну, какие-то даже барьеры или какие-то условности, организовывать свою жизнь по-новому, чтобы было это новое качество жизни. Но один момент, один нюанс. Мы можем так не сдвинуться даже ни на шаг, ни на полшага, если мы себе устроим вот эту глубокую философию по той ситуации, которая уже завершилась, а мы ее до сих пор храним в нашем сознании. Отпускайте прошлое. Освободите место даже в собственной ментальности, мои дорогие. И правда тут. Быть счастливым нам об этом говорят. Ладно, сфера личной жизни. Ну вот опять же, десятка мечей мы закрываем в прошлое дверь. Ну и для тех, у кого сейчас все в паре хорошо, может быть, закопать топор войны. Или откровенные разговоры, и потом мы уже тогда друг другу не вспоминаем. Ну, знаете, как: «А помнишь, ты мне там говорила?» «Ага, помню. А ты помнишь, как поступил?» То есть вот даже такой тонкий нюанс у кого-то может касаться взаимоотношений. Но если мы доверяем, и у нас есть взаимное общение, вот именно этот энергообмен, когда, безусловно, не случайно ведь вам выпадает именно пара. Это не те отношения, когда как игра в одни ворота. Один вечно проигравший, а второй вечный победитель. Нет, тут равноценные какие-то отношения. Но, может быть, если это одиночество, то понятно его завершить. Если были какие-то условности или обиды, может быть, и следует вот так в спокойной обстановке этот диалог провести. Или, мои дорогие, может быть, и примириться, правда. Может быть, для кого-то из вас какие-то важные темы, как будто тоже пересмотреть. Ну, давайте я достану еще одну карту. С чем это может быть связано? Чего ждать в личной жизни? А правда, тут может быть с учетом рыцаря Пентаклей, два рыцаря. Здесь и какое-то предложение может быть. Или могут быть, кстати, особенно для тех, кто один или одна, возможность познакомиться. И вы знаете, к вам возможность познакомиться может прийти совсем не тем путем, как вы ждете. Вы можете решать вопросы по части финансов, работы, куда-то перемещаться по делам и случайно познакомиться. У вас отношения могут начаться с дружбы. Кстати, про дружбу вот этот дуплет нам тоже говорит. Это пара. Потому что здесь, ну, может быть, не все на уровне чувств, а на уровне благополучия еще многие вопросы, как, знаете, сама по себе надежность строится. Ну и тут-то тоже нам Пентакль, да, несет наш рыцарь, но зато это длительные, долгие отношения. Иногда я тоже называю эту карту марафонский забег лет на 10-20, но тогда это тот союз, который на долгие годы. В наше сложное время, ну, особенно до конца 2025 года, мы и сами адаптируемся и организуем отчасти свою жизнь в новом ключе. Поэтому для кого-то десятка мечей не вспоминая былое, а для кого-то завершить одиночество, а для кого-то, может быть, и вот как новое знакомство и закопать топор войны. Ладно, чего ждать в финансах? А ведь и правда, это карта сдачи экзамена. Для кого-то это жизненный экзамен, завершение какой-то прежней истории, и теперь это уже новые ресурсы. В принципе, для кого-то эта карта может все-таки с 10 по 20 10 дней не такой большой срок, прямо скажем, для истории, да. Курсы могут быть. Курсы, когда мы изучаем ремесло, изучаем языки, какие-то навыки получаем, или мы раскрываем собственные таланты. Дополнительные источники дохода мы по этой карте тоже как будто, ну, рассматриваем или что-то ищем. И у кого-то будет связано напрямую с тем, что вы именно как возможность заработков ищете. У кого-то для того, чтобы было больше из жалования, вы строите карьеру, а для карьеры нужны будут какие-то курсы. Может быть, так вот, кстати, подумайте об этом. Или кто-то будет изучать, может быть,
даже как новые возможности взаиморасчетов. Но нам тоже, значит, нужно понять, как работает эта система. Знание– сила, буквально. Вот вам на финансы почему-то выпадает так. А может быть и рассмотреть вот эти альтернативные варианты. И если, к примеру, часть каких-то платежей заблокирована. И такое я тоже могу допустить. Но тогда, если вы сейчас или из-за этого вы не видели возможности выхода или разрешения вашего вопроса, или продолжения бизнеса, может быть и так, да? Но здесь есть возможность найти какие-то обходные варианты. Железно. Это уже вперед. Это уже не назад. И это уже даже не задержка. Ну вот как-то так, прогрессивно будем говорить. Ну, вообще, деньги есть, деньги будут, потому что уже 2 пентаклевые карты, и я должна сказать по рыцарю пентаклей, если вдруг кому-то из вас нужно совершить срочно платеж, а ваши деньги задерживаются, поверьте, мои дорогие, в вашем окружении есть тот человек, который вас выручит, либо дельным советом, как поступить, или если вам нужны такие специалисты, вы их найдете, или буквально какой-то суммой денег. В вашем окружении такой человек железно есть. Ваша задача его найти. Не всегда это те, на кого вы рассчитываете. Это может быть совершенно кто-то другой. Но выход, если у кого это совпадает, вот этот момент, поверьте, выход вы найдете. На ваши достижения. Но вот главное, надо найти этот выход. Наверное, все то, что я долго говорила, посмотрите, человек смотрит 3 пустые чаши, а ему принесли полную. И вот этот вот служка, как бы мальчик, да, он удивленно смотрит на человека и не может понять. Я тебе полный принес, ты чего? Там терзаниями внутренними или вот этой глубокой философией увлекся. Посмотри хоть, подними голову, опять же, вот посмотрите. Человек смотрит вниз и опять же. Смотреть в землю нельзя. Как минимум горизонт. А то и останавливаться, и слушать свою интуицию. Поверьте, вот сразу как-то вы будете чувствовать, видимо, в этот период с 10 по 20, что а ведь и правда, для меня нет ничего невозможного, я себя ограничиваю. Вот именно об ограничениях, которые вы сами перед собой поставили, какие-то табу, условности, а их, по сути дела, нет. И вот это то, что вам мешает, причем существенно, мои дорогие. Может быть, кому-то этот холодный душ, чтобы, знаете, вот так вот отряхнуться и сказать: ну, боже мой, это мне все казалось, показалось. А теперь на самом деле это все по-другому. Но оно и было как-то по-другому. Но вот знаете, это мы как от летаргического сна, может быть, вот так вот очнулись и думаем: ну надо же, ну правда, как во сне. А реальность она другая. Вот что-то подобное вам судьба преподносит вот этот кубок. А нам как будто кажется бесконечный дождь. Ваша задача выйти. Вот обратите внимание, вот эта тройка мечей. Она именно и говорит о том, что это завершилось. Это выздоровление. Но мы сами должны этого хотеть, правда? И оно приходит по-разному. Может быть, и есть какая-то ситуация. У кого-то банально. Вы просто не можете на что-то решиться. Потому что снова и снова оглядываетесь назад, а там было, может быть, предательство или как-то очень некрасиво с вами поступили. Но согласитесь, если мы все время так вот, это ведь опыт, он с вами навсегда останется. Но сердце это, оно не должно болеть. Оно вот как макет только. Нам нужно идти вперед. Принимать, может быть, или признавать, что ну да, в чем-то ошибся, что-то там не просчитала. Но все равно нужно идти вперед. И поверьте, вот этот опыт, он вам будет как, знаете, подсказка интуиции говорить, где соломки себе подстелить или где не найти еще раз какие-то там старые ржавые грабли. Мы все учимся на опыте, по крайней мере, в большинстве своем. Вот у вас основная тема– это возможности. И выйти из вот этого периода ограничений. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за ваши очень добрые, искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.